Всем привет, дорогие зрители канала Russian Progress. Это канал для изучения русского языка натуральным способом. Включайте субтитры, заходите на Patreon, где вы найдете полную транскрипцию с параллельным переводом на английский. И сегодня в этом видео я расскажу вам о 10 словах в русском, которые пришли к нам из немецкого языка. И первое наше слово, которое я уже использовал, прям я помню этот момент в одном из своих видео, это слово «ландшафт». Ландшафт — это то, что ты видишь вдалеке, это какой-то рельеф, возможно, какой-то пейзаж. Вот у нас, кстати, французское слово есть «пейзаж» и есть немецкое «ландшафт». Звучит так довольно-таки по-немецки, и вот мы его используем постоянно, когда мы хотим сказать о какой-то поверхности земли. Это ландшафт. Второе слово немецкое, которое мы постоянно используем, это штраф. Штраф — это то, что тебе выписывают, когда ты нарушаешь какие-то правила, какие-то законы. Ну, например, ты превышаешь скорость, когда ты едешь слишком быстро, тебе выписывают штраф. Вот, тоже вполне немецкое слово. Кстати, не все, наверное, эти слова сейчас активно используются в немецком, но в русском вот мы постоянно говорим штраф. То есть выписать штраф, получить штраф — это второе наше слово. Третье слово немецкое — это шлагбаум. Шлагбаум, вот, наверное, не так часто используется в немецком. Это такая штука, которая есть на парковке, на паркинге, которая поднимается вот так. Это то, что преграждает въезд на какую-то территорию. То есть он вот так поднимается и вот так опускается, и это у нас называется шлагбаум. Иногда пишут еще «осторожно, шлагбаум», чтобы вы знали, что может опуститься он и ударить по машине или по голове. Четвертое слово — это бухгалтер. Бухгалтер, хотя оно пишется бухгалтер, и тут у нас происхождение бухгальтер немецкое, то есть держатель книг. Это человек, который работает в бухгалтерии, который занимается подсчетом доходов, расходов в какой-то компании. Вот, его должность называется бухгалтер. Ну и тоже у нас есть такое дело, такая должность, профессия — это парикмахер. Сейчас уже все меньше и меньше мы используем слово парикмахер. Если это мужская стрижка, мы говорим барбер, то есть мы идем не в парикмахерскую, а в барбершоп, и идем не к парикмахеру, а к барберу. И вот, но тем не менее у нас есть такое слово, тоже немецкое, парикмахер, то есть тот, кто стрижет волосы. Следующее слово, уже сбился со счету, это рюкзак. Рюкзак, я сам, когда узнал, что это немецкое слово, я такой, ничего себе, неожиданно, потому что оно настолько уже глубоко вошло в обиход в русском языке, что мы даже не слышим, что оно иностранное. Вот. Рюкзак — это то, что вы носите за спиной, по-английски это backpack. И вот оно немецкое. Кстати, напишите, я не знаю, в немецком языке тоже вы говорите рюкзак или у вас есть другое слово, но в русском мы говорим вот так, рюкзак. Следующее слово — это бутерброд. Бутерброд, опять же, все реже и реже используется. Это какой-то хлеб с чем-то сверху, типа с колбасой, либо с огурцами, с помидорами. То есть как сэндвич, только у тебя нет сверху хлеба, у тебя есть только снизу хлеб и сверху какой-то еще топпинг. Вот, и это называется бутерброд, тоже немецкое слово. Уже за монтажом заметил, что забыл сказать про еще одно слово. Это слово шрифт. Шрифт — это по-английски фонт, то есть то, как выглядит текст на компьютере либо на телефоне. Вот. Это еще одно немецкое слово, которое мы постоянно используем. Девятое слово — это плацдарм. Плацдарм — это место, с которого ты что-то начинаешь или на котором что-то происходит. В переносном значении мы можем использовать в значении какой-то базы, то есть плацдарм. Это хороший плацдарм для того, чтобы завести семью, то есть
тебе нужен хороший плацдарм. Ну и последнее слово на сегодня — это лозунг. Лозунг — это то, что скандируют на каких-то митингах или не обязательно митингах, то есть какая-то политическая партия, у нее может быть свой лозунг, то есть мы за справедливость, мы там за равенство, мы за что-то. Это лозунг. И в немецком языке лозунг, по-моему, тоже есть такое слово, это означает решение. Вот. И тут немножко разные смыслы, но все равно что-то общее есть. Это все на сегодня. Напишите, как вам такой формат. Следующее видео, наверное, будет о французских словах в русском языке. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, напишите комментарий с какими-то другими, может быть, словами, которые вы знаете, что есть в русском, из немецкого или из других языков. Ставьте лайк, подписывайтесь на Patreon, там я публикую материалы для изучения, транскрипции с переводами, дополнительный подкаст, дополнительные видео. И благодарю всех ребят, которые уже поддерживают проект на Патреоне. Вас все больше и больше, уже больше 200 человек, и это очень круто. Все, спасибо и увидимся в следующем видео. Чус!